Где она у нас? Отлично. Все, мы начинаем. Обязательно обозначьтесь, напишите, что меня видно, что меня слышно. Поставьте восклицательные знаки или плюсики, или что-то еще. Трансляция пошла. Отлично. У нас сегодня второй день нашего вебинара «Квантовый переход». Сегодня будем тоже разговаривать о том, что вообще меняется в мире, и особенно то, что меняется в теле человека, в нашем с вами теле. Мир стремительно меняется. Ученые говорят о произошедшем квантовом переходе. Квантовый переход – это объективное явление, вызванное сочетанием астрономических условий. Мы видим сегодня, что идет стремительный рост частоты вибраций Земли. За последние 14 лет частоты Шумана, это базовая электромагнитная частота Земли, выросла больше, чем в 2 раза. Мы вчера про это с вами разговаривали. И это великий квантовый переход. Подразумевает соблюдение необходимых требований. И главное из них – это соответствие определенным вибрационным частотам. Все есть волна, и мы с вами тоже волна. Мы состоим из атомов, из молекул, атомов и мельчайших частиц. Сегодня мы будем об этом говорить. Если повышается частота резонанса Шумана, то человек должен успевать за теми темпами изменения Земли повышать собственные частоты, формируя в себе определенные качества. Если этого не делать, то человек попадает под угрозу зачистки. Зачистка в период больших перемен, которые мы с вами сегодня наблюдаем. Таким образом, сегодняшний переход – это переход из третьей плотности, животное, то есть мы из животных переходим в четвертую плотность. Мы становимся человеком. От бессознательно-эмоциональной жизни, вот в которой мы жили, бессознательные программы, которые мы не можем определить, что нами руководит. Эмоции какие-то поднимаются, мы тоже не можем ими руководить. От бессознательно-эмоциональной жизни к осознанности. Знаю, ведаю, управляю. Жизни с позиции Творца и принятия полной ответственности за свою жизнь. Я не жертва обстоятельств. Я автор всей своей жизни. То есть не эмоции нами управляют. Мы не как животные. Вдруг разозлились, начали хватать за ноги, кусать, орать. А вы управляете полностью той реальностью, которая вас окружает. Именно в состоянии Творца вы создаете, созидаете вашу персональную реальность, руководствуясь чувствами, мыслями, действиями, основанными на любви, на благодарности, на радости, на милосердии. Этот переход к новой энергии, в новую плотность, в новую реальность. И язык новой реальности, на которой мы сегодня будем говорить, это наша с вами душа. Это не ум, не логика. Это вибрации наших мыслей, чувств и тела. Все есть вибрация. И еще никогда наши деструктивные мысли и чувства не влияли так на планету и на окружающих людей. Вселенная реагирует на мысль. Энергия следует за вниманием. На чем фокусируешь свое внимание, начинает видоизменяться. Сейчас мы как раз об этом поговорим. Если есть у вас какие-то вопросы, мы сегодня будем поднимать большие пласты, разговаривать про разные состояния, которые меняются сейчас на Земле. Обязательно задавайте вопросы, буду готова вам ответить. Сегодня, прямо сейчас, мы начнем работать квантовыми энергиями. И в конце мы сделаем небольшую практику, где я доработаю то, что мы сейчас поднимем, вот эти все пласты эмоций, старых блоков. То есть кто что готов отпустить, у каждого будет подниматься что-то свое. Каждый готов отпустить что-то свое. Каждый из вас находится на каком-то новом
на каком-то своем уровне развития. Кто только начинает с собой работать и вот впитывает эту информацию, кто-то уже давно работает. И у каждого свои пласты будут подниматься. Вот сейчас мы с вами как раз и начнем с этим работать. Все отлично, вопросов пока нет. И сейчас садитесь удобно, то есть садитесь так, как вам удобно. И скажите вслух или про себя. Открываю все. Открываю все нервы, клетки, кровь, атомы, молекулы. Вдох и выдох. Открываю все нервы, клетки, кровь, атомы и молекулы. И почувствуйте, что происходит. У каждого сейчас пойдет свое ощущение, свои чувства. Доверяйте себе и своим процессам. Просто прислушайтесь к себе. Открываю все нервы, клетки, кровь, атомы, молекулы. Вдох, выдох. Что происходит? Почувствуйте. Даже если ничего не происходит, все равно вслушайтесь в себя. И сегодня будет вебинар. Вебинар будет большой. Мы будем работать энергиями квантовыми. Прислушивайтесь, что происходит во время вебинара. Ощущайте себя процессом. Можете написать, вот что сейчас пошло, прям очень сильная волна пошла. Мы создаем с вами огромное, большое квантовое поле, нас очень много. И каждый будет помогать каждому. То есть кто-то из вас сильнее, кто-то из вас еще слабее. И вот эти процессы, которые идут, вот эта полевая структура, вот это поле, которое мы создаем и находимся в этом поле, она будет способствовать очищению, восстановлению, какой-то проработке. Ну, я уже говорила, у каждого свои процессы. Мы сегодня уберем деструктивные энергии, которые тянут с вас энергию. То, что в течение жизни вы к себе притянули. Сегодня с этим будем работать. Но сейчас пока будем вот это все поднимать. Что у вас там? Какие ощущения пошли? Расширение пошло. Ага. У меня сразу прям щеки начали гореть. Вот лично у меня, то есть прям огромный поток вот этого поля я почувствовала вашего. Как начались процессы, я поставила еще энергию, у меня сразу в голову, сразу щеки. С ног пошла пульсация. Вот видите, у каждого по-своему. Мы все индивидуальны, мы находимся на каком-то своем уровне развития, у каждого свои какие-то блоки, какие-то проблемы. То, что важно сейчас именно поднять. Сердце закололо, под ложечкой засосало. Ага. Тоже почувствовала расширение. Голова заболела. Голова заболела, потому что энергии сильные, я всегда говорю, эпифиз или шишковидная железа сразу начинает вот на эти вибрации реагирует. Вот волны Шумана поднимаются, резонанс Шумана увеличивается, и сейчас у многих головокружение, головные боли, потому что на вот эти вибрации настраивается именно эпифиз. И сейчас мы направляем энергии, тоже очень высокого порядка, и вот эпифиз начинает реагировать, голова заболела, пейте воду, ничего страшного не будет. Угу. Сердце давит, то есть блоки там, возможно, закрыто сердце, возможно, боли какие-то есть. Вся пульсирую отлично, вокруг рук вибрация, поле, ага, отлично, интересно. Угу. Сердце забилось часто, голову свернула налево, угу. Удивительно, где-то там блок. И мы с вами продолжаем. Наблюдайте за собой и слушайте меня. Записывайте. Если вы на слух плохо воспринимаете, записывайте. То есть вот с ручкой и пишите, чтобы потом можно было пересмотреть лекцию, которую вот я рассказала, еще раз все это проанализировать, о чем я сказала. Но надо же, запах гниения. Какие-то застои у вас прям очень серьезные там начинают подниматься. Итак, мы начинаем. Вот еще раз скажу, что Вселенная реагирует на мысли, энергия следует за вниманием. Вот куда внимание, туда энергия. Когда вы работаете с внутренними органами, всегда я говорю, обратите внимание, направьте свое внутреннее внимание.
или вы не знаете, с чем поработать, вы можете посмотреть, куда ваше внимание идет. Вот прямо сейчас даже можете понять, почувствовать, куда направляется внимание в вашем теле, к сердцу, к почкам, к коленям, головному мозгу, куда хочется посмотреть внутренним зрением, внутри вашего тела. И туда направляется энергия. Энергия исцеления, энергия расширения, энергия восстановления. То есть там вот организм вам показывает, что нужно туда направить энергию, там на сегодняшний момент вот самая серьезная проблема. И вот это подтверждает исследование, которое проводилось неоднократно в лабораториях всего мира. Это эффект наблюдателей. Я думаю, что вы это исследование много раз слышали, но давайте повторим еще раз, потому что сегодня мы будем на него опираться. Вот есть две интерферационные щели, и туда пропускается единственный электрон. То есть две щели и один электрон. Вот куда он полетит, в одну щель или в другую. И когда человек не наблюдает, то электрон прошел сразу в обе щели. Как это случилось? Частица-то одна, а энергия, вот этот электрон прошел в две щели. Потому что электрон проявляет себя в качестве волны. Все есть волна, все есть энергия. Когда человек не наблюдал, электрон – это была волна. И он прошел сквозь обе щели одновременно. Затем экспериментаторы решили проследить, как конкретно электрон вообще преодолевает две щели одновременно. Как это происходит? Как он становится волной? Вот эта частичка электрон. Но стоило только начать наблюдать, как проходит этот электрон сквозь щели, вот сторонний наблюдатель начал наблюдать, то вот эта интерференционная картина исчезла с экрана. Казалось, что электрон полностью утратил свою волновую природу и превратился в обычную частицу и начал проходить только в одну какую-то щель, радикально игнорируя другую. Изначально это явление поразило экспериментаторов. Получалось, что именно присутствие стороннего наблюдателя резко изменило условия эксперимента. То есть пока человек не смотрел, вот эксперимент вот таким образом заканчивался, то есть вот таким образом происходил. Как только человек начинал наблюдать, как это в две щели один электрон проходит. И вот это полностью отрубило волновую функцию электрона. Он стал просто частицей, он стал электроном. И дальнейшие эксперименты подтвердили наличие эффекта наблюдателя. Мир состоит из волн, которые там и здесь и везде. Реальности пока нет. Все это волны, все это энергия. Только мы посмотрели вот на стол, бах, и стол превратился в стол. Вот эти волны, вот эти все частички сложились в плотный стол. Потому что я их увидела, я начала наблюдать за своим столом, я начала наблюдать за своим компьютером. Это называется коллапсом волновой функции. Когда он случился, мир зафиксировался. То есть из волны это стало вот нашим домом, вот лампой, вот компьютером, вот моей одеждой и так далее. То есть когда мы смотрим, вот эти волны становятся чем-то твердым, то, что нас окружает, ну или мягким диваном, да, тоже, который нас окружает, но имеет форму, не просто волна. Только мы отворачиваемся, сзади нас это все превращается в некие волны. И есть такое выражение «красота в глазах смотрящего». Для кого-то вот все, что он создал вокруг себя, вот эту квартиру, вот этот диван, вот свою семью, все очень красиво и прекрасно. А кто-то видит это искаженно и говорит: как ты можешь так жить? Это плохо, это некрасиво, это грязно, это серо. Он со своей колокольни, он со своего восприятия мира судит.
В его голове вот эти волны, вот эти частички собираются совершенно в другую картину, и он видит совершенно другую картину. А в глазах первого это действительно очень красивая картинка. И он это любит, он это наблюдает. И это складывается в красоту и удобство именно для этого человека. А у второго это складывается в ужас ужасный. Почему? Это еще зависит от наших программ. То есть мы, когда наблюдаем за этими частицами, за этим миром, который нас окружает, а влияют, вот как эти электроны, как эти мельчайшие частички встают, в какой стол, в какую плиту, в какой дом, в какие отношения, на это влияют наши мысли, наше подсознание, наши чувства. Это же тоже волна. Наши мысли – это фотоны, наши эмоции – это энергия фотоны. Это волна. И вот как пазлы этот мир складывается вот в такое, что внутри нас. Если твой мир прекрасен, ты не осуждаешь, не злишься, разрешаешь другим жить так, как им нравится, то мир будет вокруг тебя прекрасен. И мир не будет тебе козни какие-то устраивать. Но если внутри тебя бури злости, зависти, обиды какие-то претензии, то есть ты не понимаешь, что вот это с тобой случилось, потому что ты это притянул, и ты дальше начинаешь обижаться, ты дальше начинаешь там что-то с кем-то разбираться. Внутри тебя там все кипит, и ты будешь все видеть искаженно, как кривое зеркало. Ты наблюдатель. И частицы твоего мира будут складываться в ад на земле. Еще раз повторю, это наши программы, это программы социума, это программы, полученные в детстве, это программы, полученные внутриутробно. И также это большая часть, большая даже часть, это программы рода, которые на нас влияют. С ними нужно обязательно работать. И тогда вы увидите рай вокруг себя. Это очень-очень важно. Именно поэтому я создала вот свой курс трансформации подсознания, метод осознанных трансформаций, где мы находим и прорабатываем по одной, по множеству программ. Мы вот это все переписываем, и мир вокруг нас меняется. Мы начинаем наблюдать, и все эти электроны, все эти частички, кванты, фотоны начинают складываться совершенно в другой мир. И люди окружающие начинают меняться, потому что они тоже волна и тоже состоят из этих же самых частиц. Они начинают по-другому разговаривать, начинают по-другому выглядеть. Да и вы начинаете по-другому выглядеть. Потому что вы убираете из себя вот этот весь негатив. Это очень важно понимать. И вот на квантовом уровне мне хочется всегда это вам донести. Это прям очень важная информация. Переходим дальше. Вот в 2004 году было очень сильное землетрясение в Индонезии. Сдвинулась плита. И с этого момента началась новая биодинамическая эпоха. Удар во время землетрясения 26 декабря 2004 года был сверху вниз. Энергия шла сверху. Не снизу эта плита сдвинулась, а сверху. И вот выделившаяся при землетрясении 26 декабря 2004 года энергия приблизительно равна энергии всего мирового запаса ядерного оружия или ежегодному мировому потреблению энергии. Я взяла это с сайта, на котором публикуют данные и проводят исследования сейсмические. И там посчитали, что суммарная сила землетрясений с 2004 года до 2017 года и превысила сейсмическую энергию за 3000 лет. Представьте. То есть как все меняется, насколько много энергии вот было выделено при вот этих каких-то изменениях земных.
И мы вступили в новую геодинамическую эпоху. И оказалось, что вот этот удар сверху в 2004 году – это нейтронная звезда, Магнитар. Мы вчера с вами о ней немножко говорили. Мистика в том, что эта звезда находится от нас на 50 тысячах световых лет. Воздействие шло моментально. Как это можно объяснить? Получается, что мы в едином поле сознания. Получается, что свет от звезды идет 50 тысяч лет. А воздействие было вот прямо сейчас, здесь и сейчас. Вспомните, вчера мы говорили про квантовую запутанность. Что происходит с одной частицей в паре? Происходит то же самое с другой частицей в паре, на каком бы расстоянии они ни были. Это закономерность, не классическая корреляция или запутанность. Она сохраняется даже в тот момент, когда вот прям на огромных-огромных расстояниях вот эти две частицы находятся. Получается, что в строении нашей Земли есть частичка нейтронной звезды, ну или наоборот. Поэтому так быстро пришла эта информация. Монография башкирского профессора Нажипа Валитова «Вакуумные колебания при химическом возбуждении атомов, молекул и хаотичность силовых линий электромагнитного и гравитационного поля». Строгим языком формул однозначно доказано, что любые объекты во Вселенной взаимодействуют друг с другом мгновенно, независимо от расстояния между ними. Это было обосновано теоретически, подтверждено экспериментами. Это указывает на поляризационные волны. Они открыты украинскими учеными в 1996 году. Любая электромагнитная волна сопровождается этими волнами. Эти волны поляризационные характерны тем, мы сотканы из них, а они из нас. Это основа единого поля сознания. Об этом же говорит эффект наблюдателя. Куда сознание, туда энергия. Информация этими волнами передается мгновенно. Из них сложено или проявлено единое поле сознания. Вот та самая единая высшая сила. Утверждение, что мудрец может объять разумом всю Вселенную, это не преувеличение. R-волны – это продольная волна, которая влияет на колебания элементарных частиц. Элементарные частицы – это кварки, это фотоны. И вот эта R-волна, она исходит не только от звезд, но и от самого человека. Потому что природа – это энергия одна и та же. И если вдуматься, что мы частицы единого поля, единого разума, или мы сердце Бога, значит, мы все едины. В смысле и мы, и Бог, и мы в Боге. Все это едино, это все единые волны. И вот об этом говорит квантовая физика. В каждом человеке живет часть Бога. Мы все от природы божественны, мы только забыли об этом. Человеку, намеревающемуся преодолеть ворота в духовные миры, нужно привести в себя в состояние внутреннего равновесия. Физического, эмоционального, ментального, духовного. Внутреннего равновесия. Это необходимое условие гармоничного проистекания вот этой энергии, когда мы становимся едины со всем полем, чтобы вибрировать на одной волне. На одной волне, вот как вибрирует весь мир, вся Вселенная. Каждый имеет свой неповторимый индивидуальный канал или спектр этих волн. Мозг работает вот на этой энергии. Мысль материальна. Каждый объект, вот, который вас окружает, это волна. И нам важно начать вибрировать в тех же вибрациях, чтобы стать единой волной. Недавно проявилась физика сознания. То есть сознание – это та же энергия. Вот наше сознание – это энергия. Ее можно взвешать, ее можно измерить, ее можно изучить. Где-то я слайд сделала, и он
Не знаю где. Ой. Ладно, потом покажу про энергию сознания. То есть сознание вот сейчас в физике уже доказано, что вот это вот какая-то вот что-то такое, что можно даже потрогать, можно изучить. В 2019 году началась физика сознания. Вы можете набрать в поисковике «физика сознания», и вы увидите множество исследований вот этого объекта. Сдвинулась не только ось в 2004 году, но сдвинулись древние устои в наших телах. Наши тела начали меняться, рождается новый этнос. Этнос – это новая группа людей. Члены вот этноса связаны друг с другом общими чертами, особенностями быта, культурой, языком, складом психики, самосознанием, исторической памятью. То есть это люди новые, нового времени. И почему бы нам с вами не стать вот этими людьми нового времени? Почему бы нам не стать, не быть впереди, выше, лучше других, то есть чтобы у нас пошли эти изменения у самых первых, потому что изменения-то все равно идут, и вот об этом мы сейчас как раз будем с вами разговаривать, какие изменения идут у каждого человека. Так, не то открыла я вам. Угу. Есть ли у вас вопросы вот по этой теме? Ага. Как вы себя чувствуете, обязательно слушайте себя, что с вами происходит, и не забывайте слушать информацию, которую я даю. Итак, в одной из следствий нового процесса это завершение старой биохимии. Биохимия – это наша с вами физиология. Или мы можем сказать еще, что биохимия – это старая молекулярная логика, если простыми словами. Но чтобы вот эта молекулярная логика была, молекулы должны как минимум обладать своим сознанием. Старая наша биохимия, вот услышьте сейчас очень важная информация, наша старая биохимия держится на старом клеточном стрессе. Критерий вот этой биохимии всем заведовал гормон адреналин, норадреналин. Всем даже более, чем вы можете представить. Суть – это резкое увеличение жира. Адреналин, и тут же вырастает какое-то количество жировой ткани. Это биохимия обязательного клеточного стресса. Она держалась на 7 токсических веществах, через которые проявляется вот эта физиология этого обязательного клеточного стресса. Что это за химические вещества, и причем на них завязаны вообще в организме основные органы. Это мозг, почки, печень, то есть все полностью. Первое – это моноокись азота НО. Моноокись азота НО. Мы сегодня будем про него много говорить. В своем привычном состоянии вот это вещество ядовито и способно поражать центральную нервную систему человеческого организма. Вместе с тем, именно этот газ является значимым компонентом клеточного равновесия. То есть, с одной стороны, он нас отравляет, а с другой стороны, он выполняет очень важные функции. А также он является важнейшим вазодилататором, который принимает непосредственное участие в череде патологических и физиологических процессов, вот все, что протекает в организме. Этот газ помогает в лечении многих заболеваний. Он повышает степень выносливости, физической выносливости. Он оптимизирует сердечный ритм организма. Он помогает уничтожить инфекции. Он влияет на геном человека. И еще много всего, то есть у него огромное количество функций. Моноокись азота НО, прям можно целую лекцию прочитать. Это основные вещества, на которых складывалась наша биохимия. Считается, что вот этот НО помогает процессам в клетке, а это обязательный клеточный стресс. Все силы из клетки выжимаются, и клетка погибает. То есть он вводит в состояние
моноокись азота НО вводит в состояние стресса клетку, она начинает работать очень сильно, включает все свои функции, чтобы нам только выжить. То есть это старые паттерны поведения животного, что мы боремся, живем в борьбе. Темная сторона действий НО провоцирует токсическое повреждение дыхательных путей, это воспаление, это спазм. Распад окиси азота несет за собой выработку пероксинитрина, и он повреждает ДНК. Он рождается в наших органах, в самых сакральных сутях. Это распад аминокислот. И еще у нас вырабатывается аммиак. Аммиак работает в паре с моноокисью азота НО. Вот когда сокращается мускулатура, при занятии спортом идет постоянная выработка аммиака. В клетках гладкой мускулатуры стоят такие заводики по изготовлению, по выработке аммиака. Этот аммиак живет доли секунды. Но мы с вами состоим из жидких сред. У нас кровь, слюна, у нас слизь. То есть мы состоим из воды. Многие говорят на 80%. Этот аммиак живет доли секунды, но он успевает раствориться во внутренних жидкостях и разносится по всему организму. И получается как самоотравление, усталость, боли. То есть после занятия спортом вот эти мышцы болят, а в том числе и аммиак тоже на это влияет. Но с другой стороны, аммиак держит мышечный тонус всех органов. Все органы работают. То есть никто не шлангует, никто там не лежит, книжку не читает из органов. Они все работают. Но вот эта стимуляция – это состояние стресса для каждой клетки. Также это моноокись азота НО, наряду с тем, что он заведует дыхательными процессами в организме, он повреждает клетки дыхательных путей, вот как я уже говорила. С одной стороны, он открывает форточку, дышите свежим воздухом, а с другой стороны, он пережимает горло. И вроде бы есть свежий воздух, а дышать нечем. И вот рождается пироксинитрит. Это вещество очень ядовито, оно повреждает ДНК, оно повреждает митохондриальное ДНК. У нас с вами два ДНК. Есть ядерная, которая находится в ядре каждой клетки. Там ДНК, вот то, которое мы привыкли видеть. И есть митохондриальная. Это закольцованная ДНК, которая передается только по линии матери. И все эти заболевания, и все наше поведение по линии матери передается через митохондриальное ДНК. И генетики, когда смотрят, от кого мы произошли, от каких народов, смотрят именно митохондриальное ДНК, потому что по матери, вот по этой ДНК можно отследить, где жили, в каких регионах и какая кровь присутствует в вас, из какой крови вы состоите. То есть на 100% вы русские, или вы там испанцы, или вы там, не знаю кто, якуты или кто-то еще. То есть сколько процентов содержится вот разных национальностей в вашей крови. Это как раз митохондриальная ДНК. Для чего нашему организму два ДНК и два генома, это уже другой вопрос. Но в митохондриях есть свое ДНК, да, митохондриальное, и есть ядерная ДНК. И вот в основном говорят про ядерную, спиральная. И если повышать вибрации, то работать обязательно надо из ДНК. Митохондриальная в митохондрии находится, и там хранилище всех нервных болезней. Самое невиданное заболевание – это болезнь Альцгеймера. Там хранится вот в этом митохондриальном ДНК более 800 сборных генов. И если нужно быстро выключить тело, чтобы парализовало, чтобы кома была, чтобы онкология, то есть об этом говорят ученые, то митохондриальная выходит из митохондрии и встраивается в ядерное ДНК, которое находится в ядре. И это очень сильно влияет на наше тело. И вот монооксид связывается с меланином, и происходит клеточная мутация. Вот я это все рассказываю для того, чтобы вы начали разбираться в своих сигналах, которые сейчас происходят на старое
накладывается новое. Вот вся наша биохимия была направлена на производство жира, потому что жиры – это энергия, это липиды, это жирные кислоты, это холестерол, холестерин. Это все части вот этой биохимии стресса. И я хочу подвести вот к нашей божественной основе происхождения. Вот когда наши с вами души приняли решение жить здесь на Земле, им нужно было утяжелить себя здесь на Земле. Надо было, чтобы вот эти великие души с очень высокими вибрациями стали простыми людьми, чтобы они начали получать уроки здесь на Земле. И вот все эти процессы биохимии стресса очень хорошо с ними справлялись. Внутри все напряжено, все работает на пределе возможностей. Каждая клеточка, чтобы не погибнуть раньше времени и сохранить жизнь всему организму, должна истерично работать. Этот стресс был необходим. Таковы были условия жизни здесь на Земле. И еще одно условие: важно было, чтобы за короткий срок было больше воплощений у души. То есть надо было много опыта получить здесь. И поэтому длительность жизни была 30-40 лет всего. То есть умирали, перерождались, получали этот опыт или не получали, и снова, и снова, и снова. Сейчас все меняется, вы можете это почувствовать в себе, вы начинаете по-другому думать, вы начинаете чем-то интересоваться. Мы очень сильно отличаемся от своих родителей. Меняется вокруг нас все. Наше тело тоже меняется. Биохимия тела – это основа, она начала меняться. Организм у многих сдает сбои. Да, мы плохо себя чувствуем, плохо засыпаем, головы болят. Что-то постоянно появляется в симптомах нашего тела. Но мы переходим на новый вибрационный уровень, не выходя из собственных тел. Не было такого еще эксперимента на Земле. И сейчас начинается новая молекулярная логика, начинается новая биохимия. Напишите, что с вами происходит сейчас. Что происходит в вашей затылочной зоне и шейно-воротниковой зоне. Вот энергия идет именно там. Зона за лопатками – это зона принимать картину мира и дары мира. Что с вами происходит? И задавайте вопросы, если есть, по той информации, которую я дала по старой биохимии. Угу. Ваше отношение к грибам не могу сказать. Знаю, что грибы помогают при работе с онкологическими заболеваниями. Грибы применяют, чтобы несколько лет назад, я даже не могу вспомнить сейчас сколько, было очень модно, может быть и сейчас модно, я об этом не знаю, было очень модно собираться группами, принимать какие-то грибы, и у людей были галлюцинации, и они говорили о том, что они получают напрямую информацию от самого Творца. То есть были видения, были галлюцинации, и меня вот на такое мероприятие приглашали. Может быть, лет 7 назад. То есть мне было это интересно наблюдать. И многие мои знакомые, взрослые люди, они ходили и восторженно об этом говорили. То есть, что измененное сознание, и кажется, что они начинают там общаться с самим Творцом. Это вот как раз наркотик. Что-то еще по грибам сказать не могу, не исследовала эту тему. Я работаю в направлении работы с собой, медитативными практиками. Я могу работать с подсознанием, и я могу работать энергетически. Вот это мое направление, и я вижу результаты от своей деятельности, и в первую очередь вижу их на себе, потому что я первый экспериментатор, который идет, залазит куда-то, и смотрю, что происходит, и потом только даю какую-то информацию, какие-то энергии вам. Поэтому про грибы ничего сказать не могу. Передвижение по телу, боль сзади шеи. Под левой лопаткой как будто шевеление. Хорошо. Ощутите себя сейчас в центре своего тела. Сейчас могут подниматься эмоции ваши. Вот те эмоции, которые вы понимаете или не понимаете, вот какая-то боль, какое-то напряжение.
Признаю, осознаю, отпускаю прямо сейчас. Прям опуститесь сознанием в свое сердце. Там могут подниматься сейчас страхи, сожаления о неправильно принятых решениях. Ах, как могло бы у меня все сложиться хорошо? Ах, почему я так не сделала? Или почему мама там вот так сделала или не сделала? И прямо сейчас мы поднимаем эту память с мышечного каркаса. Прошу проявить все, что скрыто. Все явное становится явным. Все скрытое становится явным. И сейчас вслушайтесь, что поднимается. Программы жертвенности. Чувствуется, что поднимаются. Нельзя жить для себя, надо всем помочь. Чувство вины здесь же. Страхи, что если не буду хорошей, то меня бросят, останусь одна. Это из детства или чаще всего родовое. Послушайте себя, что там у вас поднимается. Сейчас усилим, то есть мы с вами начали. И сейчас мы усилим эту работу, чтобы в конце провести практику с вами. Угу. Запах свежести появился. Спать захотелось. Не спите, Елена. Еще нам нужно поработать с вами. Попейте воды, шум в голове. Угу. Ну, вот голова это вот прям часто бывает. Сегодня весь день в шее был некомфорт и в голове тоже. Угу. Ну, эти вот энергии, что там у нас? Солнечные вспышки сейчас огромные, всякие астрономические какие-то события идут, тоже могут влиять. Угу. Пишите, что чувствуете, что там у вас происходит. Страх рано уйти из жизни. Осознаю, признаю, отпускаю прямо сейчас. Вы просто наблюдатель. Вот вам важно из центра все это прожить. Вот все, что поднимается, что значит из центра? Вы не даете себя поглотить вот этим эмоциям. Вы наблюдаете, как идут эмоции. Вы их знаете или не знаете, но чувствуете. И вот то, что поднимается сейчас, вы просто наблюдаете, как это поднимается. Возможно, в животе, в груди тяжесть. Это выходит из вас, и вы это отпускаете. Признаю, осознаю, отпускаю прямо сейчас. Дышите. И заберите оттуда все свои потенциалы, всю свою силу. Ломота сильная. Сейчас у кого сильная боль, направлю немножко, аннигилирую вот эту боль, помогу вам. Угу. Если сильно больно, то пишите. Усталость вчера чувствовалась. Ага. Болеть стала лобная часть, шум в ушах. Тоже спать захотелось. Мурашки по ногам. Чувство вины, обиды. Признаю, осознаю, отпускаю. Прям просто наблюдайте. Не давайте захлестывать вас. То есть вы как сторонний наблюдатель. Вы смотрите, отпускаете. Куда внимание, туда энергия. Ваша энергия внутренняя будет помогать вот проработаться то, что сейчас в вас поднимается, то, что вы готовы отдать. Страх вышел из горла, отлично, в жар бросила. Да, я тоже сижу, думаю, что я очень тепло оделась, потому что мне жарко вот в этих ваших и моих энергиях. Боль в горле, неприятные ощущения в правом ухе. Угу. Что-то вот там не хочу слышать, слушать. Правая сторона – это папина сторона. И все, что связано с голубым пятном, неправильно использованные потенциалы, как вам казалось, неправильное принятое решение, все, что обвинялось вами, все страдания, прожитые из центра «я есть». Проживаете из центра «я есть». Вот так правильно сказать. Я хозяйка своей жизни или я хозяин своей жизни. У многих гиппокамп уже готов к изменениям и к перекодировке. У многих системы готовы, потому что вы развиваетесь, вы работаете с собой. Многие чувствуют энергию. И нам с вами важно только соединить проводки, чтобы пошла волна эволюции вашего тела. И вот мы поговорили, что старая биохимия, биохимия стресса разрушала. Это выработка обязательно жиров, потому что это страх, нужна энергия, чтобы этим клеткам работать.
С чего начинается новая биохимия? Сейчас с вами поговорим. Хочется плакать, рыдать, принимаю, отпускаю, благодарю. То есть что-то там поднимаются, какие-то эмоции, ваши ли, родовые ли. Просто наблюдайте, дышите, принимаю, отпускаю, благодарю. Это очень хорошо. Но если начнете плакать, то ничего страшного тоже в этом нет. То есть со слезами уходят же эти наши блоки и напряжение в теле. Горло перехватило и кашель. Видите, сегодня у меня тоже вот перехватывает горло как раз. Зевота. Отлично. Расслабление. Итак, следите за собой, что происходит. И мы с вами поговорим, с чего начинается новая биохимия. Что там в нас происходит. Старое уже не устраивает. Ни наше тело, ни высший разум. А новая биохимия начинается с блокировки гистамина. Гистамин вырабатывается в клетках железистого эпителия желудочно-кишечного тракта, в тучных клетках и клетках соединительной ткани. А гистамин регулирует кислотность желудочно-кишечного тракта. Он регулирует работу нервной системы. Он регулирует работу местного кровообращения. И активирует работу иммунной системы, когда аллергены попадают или болезнетворные бактерии. Ну, то есть у человека аллергия, значит, выработалось очень много гистамина. Он начинает там чихать, кашлять, или волдыри пошли. Ну, то есть как проявляется вот именно у этого человека аллергия. И вот блокируя выработку гистамина, убирается лишняя боль. Например, убирают боль с уже зарастающих ранок. Или боль становится на порядок меньше, чем она могла бы быть. То есть порог боли снижается. Это вот как раз уходит гистамин. И одновременно включается регенерация. То есть, конечно, у нас новая рука, новая нога пока не вырастет, новый орган не вырастет. Но регенерация тканей, клеток вот на каких-то маленьких поверхностях становится намного сильнее. В дальнейшем, да, возможно, будут и руки, и ноги, и как у ящерицы хвост отрастать, который отвалился. То есть полностью будет восстанавливаться наш весь организм. И просыпается врожденное телесное. С телом уже можно наладить диалог. Это вот как раз с гистамином связано. Мы на творческой мастерской уже это делали. Мы обучались разговаривать со своим телом. Мы в прошлом году вообще посвятили весь год в нашей школе работы с телом, потому что шли очень сильные изменения. И мы как раз посвящались в энергии, работали в творческой мастерской, делали разные практики именно работы с телом, потому что эволюция очень сильная началась вот как раз в прошлом году. Сейчас становится важным язык чувств. Мы учимся чувствовать, не только знать. Вот вы сейчас чувствуете, что поднимается, а потом начинаете знать. Знание приходит как опыт. Ну, например, приложили руку к плите, получили ожог. Это знание. А в новой реальности уже нет необходимости обжечься или увидеть, как другие обжигаются. Можно воспользоваться чувством знания. Это больше, чем интуиция. Я просто знаю, что будет вот так. Я просто знаю, что сейчас во мне идут вот такие процессы. Желудок. Желудок начинает лучше переваривать пищу. А желудок рождал гистамин. Гистамин рождал стресс и жир. Стрессом управляли митохондрии. Это серые кардиналы в каждой клеточке нашего тела. Это энергетические станции нашего тела. И мы с вами говорили, что центросома выходит на первый план для выработки энергии в теле. Центросома – это свет, божественный свет. Она по-другому начинает работать. А вот митохондрии, которые управляли стрессом, они уходят на второй уровень. В головном мозге есть миндалины. Это бывший дом страха. Вот все, что можно придумать, действительный страх или страх какой-то воображаемый, для тела нет никакой разницы. Реакция одна. Гормоны стресса начинают сильнее и сильнее вырабатываться. И вот эта миндалина, где это был дом страха, который управлял нами, и мы всего боялись и жили в тревожности.
Вот эта миндалина становится домом творчества. Оттуда мы будем черпать энергию для творчества, для проявления себя в жизни. Были перекрыты осознанные сновидения, чтобы мы не помнили свои прошлые воплощения, чтобы мы не могли предсказывать будущее. Это зона тубера мамиллярное ядро в гипоталямусе. Находится и завязаны там все инстинкты. Там нет разума, там только инстинкты, только реакции. И вот оно остается у нас, но перестает производить гистамин в больших количествах. Он еще есть, пока мы переходим на новый уровень биохимии. То есть сразу у нас ничего не отключается, но уменьшается выработка. Новая биохимия разрушает два посредника. Идет разрушение глутамат-дегидрогеназы, это порожек вот обязательного стресса. И идет разрушение гистаминазы. Вот мы сейчас сидим, и в нас происходят изменения. Биохимики об этом говорят и ищут причины изменений в теле. Есть еще рецептор H3, который подавлял пищеварение, переваривание пищи. Мы начинаем сейчас действительно переваривать пищу, не отправлять ее в тонкий кишечник, а начинает желудок прям хорошо переваривать пищу. И требуется нам меньше пищи. И пища будет другого качества. В прошлом году, в марте месяце, вот я вчера вам говорила, то есть я сначала весь 2003 и конец 2002 года я очень сильно поправлялась, то есть я питалась точно так же, я занималась физическими упражнениями точно так же, но я очень сильно поправилась. 70 килограмм для меня это прям вообще критический вес. Я была очень полная. И вдруг в марте я начала худеть. У меня пропал аппетит, и я начала худеть. И вот в течение этого года я похудела на 13 килограмм. И сейчас я ем прям вообще гомеопатическими дозами. Я всегда любила поесть, а сейчас я могу забыть поесть. То есть и меня это удивляет. То есть чтобы забыть поесть, такого никогда не было. Поесть я люблю. А здесь я могу начать работать и забыть, пообедать. И с утра съела там что-то чуть-чуть, совсем чуть-чуть, как будто у меня там резекция желудка была, и я ем совсем по чуть-чуть. И вечером поесть, поужинать со всей семьей, но тоже в очень маленьких каких-то количествах. И мы сейчас учимся слышать и слушать себя. И сейчас очень модно интуитивное питание. Вот это как раз про то, что важно к себе прислушиваться. Не пользоваться старыми паттернами поведения. Ешь много и запивай сладким компотом. А прислушайся, что ты хочешь. Даже если тебе кажется, что этого нельзя есть, ну и диетологи не рекомендуют. Вот я сейчас начала есть хлеб. Если я раньше не ела картошку, не ела хлеб, я в течение многих лет у меня был выработан какой-то свой привычный рацион питания. Это не была диета, это было привычное питание, чтобы не поправляться, потому что в юношестве я была прям очень полная. И я научилась есть, от чего-то отказалась, и меня к этому даже не тянет. И вот я не ела хлеб, не ела картошку, а сейчас я прям ем много хлеба. Я могу просто хлеб с чаем с утра поесть, и для меня это будет завтрак. То есть интуитивное питание, что ты хочешь. Это очень важно. Важно прислушиваться к себе. Гамма-аминомасляная кислота. Она поддерживает старое и новое. Вот все, что с нами происходит, динамическое равновесие. Поддерживает новый баланс между симпатической и парасимпатической нервными системами. Условно между старым и новым. Эта кислота контролирует самые разные реакции, возбуждение и торможение. Она удаляет из головного мозга токсичные продукты. Вот мы помним, что прежняя биохимия держалась на аммиаке. Поэтому очень важно слышать и слушать себя. Меняется мышление, тело, меняется энергетическое наполнение. Новая биохимия идет без старых веществ. Это очень важно. Что вы пишете? Угу. Да, 2 года ем мало и дробно. Да, ну вот так вот интуитивно тело перестраивается. Захотелось спать, не спите. Угу. Нервозность, руками все теребить хочется. Сейчас, Елена, направлю энергию,
признаю, осознаю, отпускаю. Что там, какие эмоции вызывают этот невроз у вас. То есть пусть они все поднимаются и уходят. Пишите, все ли понятно, что, какие процессы в вас идут. Вот все это новое стало возможно потому, что эволюционирует наша с вами ДНК. Узелки в ДНК находили в 50-х годах, но открыли их и начали исследовать в 2018 году. Узелки эти находятся в спиралях. Вот эта нить начинает перекручиваться, и появляется узелок. Узелковая ДНК, сейчас так говорят. Вот это коды Бога. Говорят, что известно 20 аминокислот. Но если внимательно посмотреть, то их на самом деле 19. Потому что пролин, аминокислота, это не аминокислота, это иминокислота. Гетероциклическая аминокислота, пролин, в которой атом азота, вот мы с вами разговаривали про азот НО, атом азота входит в состав вторичного, а не первичного амина. То есть стоит на втором месте. Этот азот не разрушает нас в иминокислоте. Пролин – это иминокислота, в ней азот вторичен. А в аминокислотах азот стоит на первом месте в молекуле. Это разрушает наш организм. Чем больше пролина, тем больше обновляется наша биохимия стресса. Узелковая ДНК проявляется перед делением клетки. Перед делением активируются вот эти узелки, и клетка берет информацию для своей эволюции. Она берет уже новую информацию про новую биохимию. То есть каждая клетка у нас, каждого органа сколько-то живет, там каждые 3 месяца, каждые 6 месяцев обновляется. Рождаются новые уже с новой информацией. Потом будут рождаться новые еще с более новой информацией. Сейчас почти в каждой делящейся клетке появляется узелковая ДНК. Именно поэтому появляется новая биохимия, потому что рождаются новые клетки с новой информацией. Говорят о том, что, например, генетическое ожирение уйдет вообще в прошлое, потому что рождаются новые клетки желудка, которые будут переваривать все жиры, углеводы, и толстеть человек не будет. Скорее всего, вот то, что произошло со мной. Будем еще наблюдать, что там, какие изменения будут у меня. Потому что все свои курсы я прохожу вместе с вами, и когда их пишу, прохожу. То есть я больше всего прохожу своих курсов, и у меня прям очень хорошие изменения. Потому что вот в желудке все точно будет перевариваться, жиры не будут откладываться на будущее, а организму не нужно будет делать запасы. Он живет в стрессе и делает запасы, чтобы не умереть, вот эти жировые. Есть генетическое ожирение. Проводили исследования у потомков тех людей, которые голодали. Например, исследовали людей, которые пережили блокаду Ленинграда у потомков. И у них обнаружили одни и те же генетические мутации, которые передались потомкам. То есть люди, которые голодали в Ленинграде, передали генетические мутации своим потомкам. Последствия таких мутаций – это замедленный метаболизм, это склонность к ожирению и к сердечно-сосудистым заболеваниям. Голландцы провели первые такое исследование. То есть, если почитать, их много. Что когда люди голодали, были в стрессе и умирали от голода, то есть это переходит прямо в генетическое ожирение, а организм начинает накапливать эти жиры, и нет возможности вообще их никаким образом убрать. А в нашем теле начинает управлять центросома. Митохондрии уходят из тела из-за выгорания. Сейчас есть и центросома, и митохондрии. Но наблюдается, что митохондрии выгорают посредством кислорода. Все очень быстро меняется. Новый тип ДНК, новые генетические коды, новая биохимия, позитивная мутация людей. Найдены особые антитела, которые применяют программы в клетках, превращая их в стволовые без изменения ДНК, молекулы молодости или молекулы бессмертия клетки.
Нобелевская премия вот за это открытие была дана в 2012 году, 8 октября. Что программы в клетках превращают вот их в стволовые. То есть стволовая клетка может стать любой клеткой, перестроить весь наш организм, омолодить наш организм. И очень интересное исследование, что у отрицающих, которые отрицают, что вот этого гена молодости или молекулы молодости не может быть, эти молекулы не были найдены. Реакция, вот как они представляют, не запускается. То есть прямая зависимость от сознания. Чего, во что не верим, то не происходит. Вот если вы не верите в эволюцию, даже на уровне подсознания, если вы не верите, что произойдет изменение, если вы боитесь и отрицаете вот эту эволюцию, то в вас эти процессы не запустятся. Открыта новая вот геодинамическая эпоха. Мы с вами говорили, да, подведем с вами итоги. Сдвинулась не только ось и лопнула плита, но и древние энергетические устои в наших телах. Солнечный ветер сдул всю эту пыль, и организм оказался в состоянии принимать новые энергии. Одним из следствий нового энергетического процесса в нашем организме становится распад жиров до глюкозы и других веществ, вот участвующих в новой биохимии. Вот в настоящий момент избыточная глюкоза, она очень хорошо превращается в жир. Обратного превращения, вот разложить жир на глюкозу и аминокислоту или аминокислоту нет. То есть глюкоза в жир превращается, обратно жир в глюкозу и аминокислоты не превращаются. Мы были так устроены. А сейчас начинается все по новой. Биохимия перестала быть прежней. Сейчас жир может распадаться до глюкозы и аминокислот. Это начинается с блокировки гистамина, медиатора боли. Известные антигистаминные препараты, которые вот лечат аллергии и дерматозы, прям возникают у людей как будто ниоткуда. Гистамин работал в паре с оксидом азота, НО, да? При гистамине было невозможна регенерация, кроме вот самого-самого чего-то необходимого. Как блокируется, прокладывается энергетическая времянка, минуя зоны возбуждения гистамина или локальное разрушение. Это идет за счет фермента гистамина диаминоксипептидазы. И новые нейроны, блуждающие, вот идут мгновенные реакции. При этом начинаются процессы регенерации, кожа подтягивается, нормализуется деятельность ЖКТ, то есть перевариваются жиры полностью, а не малой частью, как раньше. И идет восстановление клеточного метаболизма, идет оздоровление. Молекулярная логика прежней биохимии начинает сдавать сбои. Но возникающие мутации тут же подхватываются новой ДНК с 81 кодоном и разворачиваются в совершенно новом ракурсе. Рождается новое азотное равновесие на аминокислотах. И пролин – это как главный представитель. Без пролина невозможна любая форма органического мира. Мы бы с вами все растеклись в лужицы без вот этого пролина. Жесткая форма белков или оформленная белковая материя, вот это его рук дело как раз. Происходит поистине нечто небывалое. Наступает вот это время перемен, изменений на глубинном, базовом уровне для планетарного человечества. Люди просыпаются от навязанного мышления, начинают осознанно творить свою реальность мыслями, чувствами, учатся различать и выбирать по сердцу, которое тоже начинает открываться. И другая биохимия, конечно, она у нас еще не до конца новая. Еще должны пройти десятилетия, говорят 10-15 лет до полной какой-то трансформации. Вот эта новая биохимия, она начинает давать свет. Я не люблю ждать. Вот я лично не люблю ждать. Я люблю действовать. И я предлагаю это вам.
Начните работать с собой на энергетическом, нейронном, квантовом уровне. Вот то, что сейчас с вами происходит, мы будем вот на этих курсах, которые я предлагаю, мы будем работать, но намного глубже. Вот все процессы, которые идут в вас ни шатка, ни валка, вызывают боли, головокружение, обострение. Можно пройти этот путь быстрее. Конечно, вы можете идти по долгому пути, но можно его пройти быстрее. И уже через несколько дней встать на свое место, там, где вы должны стоять по сценарию вашего духа, а не ехать еще в телеге в Иркутске. Вот я вчера говорила о том, что вас ждут в Москве, а вы еще находитесь в Иркутске. И вот этот шанс, который бывает раз в 26 тысяч лет, вот все это время мы накапливали опыт, мы готовились к нему сознательно или бессознательно. И нам важно выйти из иллюзии разделенности в новую мерность, новую реальность. И, наконец, жить в гармонии, процветании с собой и с окружающими. Как вы себя чувствуете? Что там с вами происходит? Горят ладони рук. Пишите, не держите все в себе. Пишите, хвастайтесь, что у вас происходит. И я вас приглашаю вот на несколько курсов, то есть то, что вам по душе. Но эти курсы действительно работают. Эти курсы созданы для того, чтобы вот этот эволюционный процесс вы проходили быстро, легко, и у вас начинались изменения. Вот этот курс «Квантовый переход» или «Эволюция тела» – это 2 урока. Вот первый урок мы будем усиливать зону расширения сознания для того, чтобы видеть новое, чтобы его распознать, это новое. Мы будем восстанавливать энергетику, работу нервов, нервных сплетений, работать с периферической нервной системой, чтобы процессы восстановления и перезаписи ваших моделей поведения, вот эта старая биохимия, вот эти старые паттерны поведения, прошли наилучшим и полным образом. Мы уберем старые вот эти паттерны поведения, нейтрализуем программы, которые вызывают искажения в работе внутренних органов и в поведении. Это первый урок. Второй урок – это активация голубого пятна. Большая активация, 2 часа будет длиться. Вот на рептильном мозге есть сетчатое образование. Это наши переключатели. Селезенка. Вот эта информация о нашем физическом теле. Наше подсознание содержит образ нашего образа умирания, страдания, старения. Вот как мы привыкли, вот они паттерны поведения. И все эти системы будут задействованы на вебинаре по голубому пятну. Мы будем работать с тимусом, мы будем работать с рептильным мозгом, мы будем работать с селезенкой, мы будем работать с центросомами, чтобы сильнее работа у них пошла, чтобы тело переходило на новую энергетическую работу. Не от митохондрий, а от центросом. И тогда структура тела облегчается, биохимия меняется. И вы легче реагируете на новые и очень сильные вибрации. И начинают просыпаться скрытые способности. Биохимия будет изменена, и вам легче будет проявить свои вот эти скрытые качества. Качество вот этого внутреннего гения. В том числе веры и любви к себе. Состояние инсайтности, хорошее состояние памяти. И процессы все больше и больше вот вокруг нас сокращаются. И нам важно перейти в зону реальности, чтобы все легко и чтобы все приносило удовольствие. То есть важно принять себя. И также мы будем работать с программами эволюции тела. И в первом уроке мы работаем с программами, и во втором уроке мы работаем с программами. И уменьшим, кстати, работу адреналина, потому что борьба уже не обязательно в наше время. То есть биохимия стресса уходит в прошлое. Вот это вот 2 урока. Есть марафон раскрытия вашего потенциала, 12 уроков. Исцеление души, убираем блоки и телесные зажимы. То есть это нейрокорректоры, которые вы слушаете, которые я объясняю, как они работают.
Вы включаете их, и идет трансформация. Можно слушать сколько угодно вот то, что вам понравится. Потом возвращение к себе – это возврат энергии из прошлых отношений. Нам на жизнь дается какое-то определенное количество энергии. Мы ее здесь разбазариваем налево и направо. Обиды, отдаем другим партнерам, жертвуем каким-то близким людям, подругам или коллегам на работе, когда жертвуем собой или кого-то начинаем жалеть. То есть мы раздаем свою энергию. И вот возвращение к себе – это как раз возврат той энергии, которую вы раздали, чтобы здесь и сейчас стать вот этим сильным человеком, мощным человеком, вот той энергией, которой вы должны обладать. Проработка эмоциональных блоков, то есть те эмоции, которые сейчас поднимаются, вот там дальше продолжите. Практика перезагрузки для восстановления очень хорошая. Вот про нее именно я говорила, что после коронавируса и во время коронавируса очень сильно эта практика помогала. Озеро жизни. Энергия инь, женская энергия. Огонь желаний – это активация внутреннего источника энергии. Золотой кокон – это на денежные энергии, то есть мы начинаем работать с деньгами. Денежный потенциал мы открываем. Следующий. Следующее – это внутреннее единство. То есть мы начинаем соединять все аспекты вашего высшего я, все сферы жизни, все ваши роли. Ну, то есть мы воедино складываем и делаем из вас что-то целостное. Вы сами будете делать из себя целостного человека. Управление каналами денежной энергии, 10-й урок. Программа успеха и счастья – это практика решения проблем. Если есть проблемы, вы как раз вот с этой практикой можете их решать. Вот сколько угодно, сколько там проблем, столько и будете решать, прослушивая и проделывая эту практику. И связь со Вселенной. Вот цена одной практики 1300 рублей получается. 12 уроков, которые у вас будут год, и вы будете их слушать. И еще отдельный курс, который я проведу вживую 17, 18, 19, по-моему, в эти числа, если я не ошибаюсь. Это курс совершенства акупунктуры. Мы вчера говорили, что мы живем рефлексами. И сейчас акупунктура начала меняться. И вот мы с вами будем работать 3 урока, и мы будем открывать акупунктурные вот эти линии в точках перехода в скелет. Мы будем прям работать с костной системой, выравнивать по осям. На втором уроке мы будем выращивать новые нейроны и квантовые реакции в своем священном мозге. Ну, то есть, чтобы новые шли рефлексы у вас. То есть, вы по-новому реагировали на этот мир и видели по-новому этот мир. И третий урок – это практика на костную систему, акупунктура, и вот это все тесно связано с выравниванием нашей костной системы по осям, чтобы все это двигалось. Если вы берете 2 курса «Эволюция тела» и «Марафон», то вы можете вот это взять за 18 тысяч рублей вместо 25 600. Если вы берете все 3, вы не проходили ничего, то за 26 тысяч вместо 35. Ну, мне кажется, прям вообще замечательное предложение. Есть ли у вас вопросы вот по этой теме, по вот этому курсу? Угу. Спасибо. Буквально перед этим курсом увидела ролик о капсуле регенерации. Вы сейчас об этом говорите. А потому что вот эта информация начала подниматься. То есть об этой информации стали говорить. Угу. И я начала засыпать. Сейчас проснемся, сейчас пойдем в практику. Мне очень нравится эта энергия, просто родная. Бодрая, просто летаю. Отлично. У меня движение по всему позвоночному столбу от низа живота до головы. Отлично. Ну, то есть вот идет у вас работа вот такая интересная, да? Тоже не хочу ждать, занимаюсь собой. Проходила уже курс «Квантовый переход», 6 уроков. Можно только на акупунктуру? Конечно, можно. То есть приходите, будем проводить вот как раз живые уроки, там будем работать. Все ли вам понятно вот по этому курсу? Угу. Если первый и третий покупаем. Если первый и третий, ну, то получается 20 тысяч рублей. Если не покупаете марафон.
Есть ли еще вопросы? Как вы себя чувствуете? Все ли вам понятно? Поставьте плюсики, что вам все понятно, что у вас все хорошо. И идем с вами в практику. Вот эти вот курсы, они помогут вам пройти эту эволюцию. Возможно, сделать первые шаги или сделать последние шаги в эволюции, и начнутся очень сильные изменения. То есть на каком, где вы стоите. И работа с голубым пятном даст вам возможность встать на свое место, еще раз повторю, на свое место там, где вы уже должны стоять. Но так как мы ленимся, так как мы что-то отвергаем, так как мы что-то не принимаем, боимся, мы чаще всего, не мы, а вы чаще всего стоите там не на своем месте, то есть вы стоите дальше, чем должны стоять. И вот работа с голубым пятном приведет вас к тому, что вы встанете на свое место, быстрее пойдет эволюция, и вы начнете выполнять вот свое предназначение и тот сценарий вашего духа, который был для вас прописан. Не будете отставать. Вот все эти ваши сопротивления, то есть будут удалены как раз работа с голубым пятном. Угу, все хорошо? Отлично. Замечательно. Давайте немножечко поработаем. Мы уже начали, чтобы у нас не получился большой вебинар. Я подключила энергии, трансформации шли, открытия шли, ваших тонких тел, распаковка ваших эмоций. Садитесь удобно, закрывайте глаза. И подумайте сейчас, для чего вы здесь, что вы ищете, что бы вы хотели исцелить. Да, Юлия, помогут зафиксировать вас в теле. Вот даже эта практика, которую сейчас будем делать. Садитесь, закрывайте глаза. И ощутите себя в центре своего сердца. У каждого из вас есть свой храм души. Этот храм души, он живой. С ним можно и нужно разговаривать. И там, в храме души, вы можете посмотреть главные моменты по своей жизни, на что срочно нужно обратить внимание. Просто посидите в тишине некоторое время. Вот прям сейчас ваше внимание направлено на сердце. И вот как будто в сердце открываются какие-то ворота или двери, и вы заходите в свой храм души. В храм, куда не стоит допускать чужих, это только ваше сакральное место. Но это соединение с вашим высшим Я, это соединение с вашим духом, это очищение, это повышение осознанности. Посмотрите, каков ваш храм души, без спешки, познакомьтесь, задайте там вопросы, вас интересующие. А я пока с вами поработаю. То, что мы с вами подняли, я сейчас все усилю, аннигилирую и уберу все, что у вас поднялось, чтобы никаким образом это на вас не влияло, не давило. И уберу какие-то темные энергии, которые тянут из вас силы.
Вселенная слышит вас и ваши запросы. Энергия начинает работать именно с вашим запросом, то, чего вы хотите. А вы находитесь в храме, следите за ощущениями, ничего не бойтесь. Вчера мы говорили, что может быть небольшая боль, прострелы. Эта энергия так работает с блоками и с застойной энергией. Ничего страшного не произойдет. Что вы чувствуете, что происходит в вашем теле, что вы видите внутри вашего храма души, вашего духа. Это то место, куда вы можете вообще ходить сами, без моего приглашения. Это ваше сакральное место.
можете там получать информацию, там трансформироваться. Сделайте вдох и выдох, почувствуйте, что там внутри вашего тела происходит. Как вы себя чувствуете? Мы проделали сегодня замечательную с вами работу. Мы большие молодцы. Вы молодцы еще больше, чем я, потому что вы пришли, вы начинаете с собой работать, вы все чувствуете, вы все знаете. И чтобы ваши изменения в биохимии, в энергетике, в осознанности пошли быстрее, я приглашаю вас вот или на все курсы, или на какой-то один или два, куда вам хочется идти, куда зовет вас ваше сердце. И все в вашей жизни будет меняться, я вам обещаю. Много будет изменений. Меняется биохимия, меняется ваше восприятие, меняется ваше тело, меняется все вокруг. То есть, когда появляется осознанность, вот этот как раз эксперимент наблюдателя, да, то есть мы можем все это с вами изменить. Как вы себя чувствуете? Вдох-выдох. Прошли ли все ваши боли, жжение, покалывание? Все ли хорошо? Вы можете еще попить воды, принять ванну с солью, если будет какое-то состояние такое непонятное. Можете лечь спать. Процессы еще какое-то время будут идти в вашем организме, но все будет наилучшим образом вас трансформировано. Я вас всех тоже благодарю. Пишите, как вы себя чувствуете, и на этом мы с вами заканчиваем. Я дала вам очень много информации интересной. Это научные данные, это исследования, это не какая-то там вот какие-то мои фантазии. То есть обратите на это внимание, когда мы знаем, когда мы осознаны, когда мы понимаем, что с нами происходит, тогда все изменения в нашей жизни идут по более легкому пути. Осознанность и понимание того, что грядет, и то, что происходит, это очень важно. Я тоже вас всех благодарю. Желаю вам всего самого хорошего. Меняйтесь, работайте, эволюционируйте. И все будет у нас окей. Мы станем с вами людьми нового времени, я вам обещаю, при этой жизни. Все, пока. Всех люблю, обнимаю. Пишите, буду читать ваши комментарии. Пока.